Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Водолей. Второй прогноз, что скоро, а возможно и неожиданно, случится или произойдет в ближайшее время в вашей жизни. И ближайшие дни это мы возьмем буквально по 31 декабря. И карты старинного цыганского пасьянса, которые нам расскажут о событиях в ближайшие дни, буквально со дня на день. И события они нам показывают. Нет здесь философии, а вот наглядно какое-то изображение. Конечно, и будем реалистами, я всегда об этом говорю. Любой прогноз, расклад о личной истории каждого из вас, увы, не расскажет. Но искренне надеюсь, что мы с вами проведем приятное время. И какие-то ж подсказки вы все равно получите, мои дорогие водолеи, правда? Переложите. А вы как раз мастера по части рационального. Вот переложите на те изображения, которые выпадут, может быть, ваши реальные события или то, чем вы сейчас заняты, может быть, то, что вас беспокоит, какую подсказку вы чувствуете, или что, какую мысль вам хотят передать карты. Итак, давайте будем смотреть, что же там со дня на день по части событий. Смотрите, замок, закрытый путь. Ну, может быть, и буквально какая-то поездка откладывается, отменяется. Может быть, это та поездка, которую вы и не хотели ехать. Вы говорили, ой, как мне не хочется, да, чем-то заниматься или куда-то перемещаться, а здесь вроде как и ехать не нужно. Может быть, какой-то вопрос решится и без вашего участия или без вашего перемещения, или когда вы, ну, может быть, чем-то занимались до этого времени. И, кстати, вполне такое допускаю. Когда вы какой-то итог или получаете, или, может быть, получаете итоговое извещение какое-то, да, и тоже понимаете, что, ну, как веха вашей жизни какая-то решена, да, и теперь вот уже можно словно спать спокойно и себя уже не тормошить, потому что это дело завершилось. Ну, давайте посмотрим. Может быть, и человек, который раньше без конца вам досаждал, а здесь вы понимаете, что больше, ну, в ближайшее время мы с ним контактировать не будем. То есть тут по-разному. Вот смотрите, замок и гости. Я допускаю, что у кого-то, ну, может быть, отменяются гости. Человек позвонил, сказал, нет, ты знаешь, я там не могу, или у меня что-то изменилось, и вы вроде бы планировали встречу, встреча не состоится. Или вы сами будете отменять. Собирались в гости и решите, что нет, не надо мне такие гости, туда я не поеду, а поеду-ка я в другую сторону. Вот запросто такое может быть. Как-то вы свой маршрут тут тоже можете менять, мои дорогие. Могут точно так же, да, вот смотрите, как у вас двояко. Собиралась в одно место, а потом сказала себе, да ну, больно надо. И поехала в другое. Или поехал, да. Или когда, ну, может быть, и были даже какие-то договоренности, а вы возьмете и измените ракурс свой, и тоже отправитесь, или будете переключать ваше внимание на какой-то другой или интерес, или, может быть, так, с интересом какие-то ситуации возникнут, когда ваш интерес словно сместится, а вы этого не планировали. Может быть, что-то одно быстрее развивается, и вы решите, что нет, вот прогресс именно в одном каком-то ключе, а в этом уже можно вот замок амбарно вешать. Может быть и так. Ну, тысячи, наверное, вариантов можно до бесконечности перечислять. То есть это тут именно какая-то конфигурация меняется, и меняете вы. Вам это словно по судьбе. Будьте внимательны вообще, в принципе, к той информации, которая к вам приходит, вы слышите, или пусть это человек приносит. Но тут вот тоже нужно подумать, а для чего мне это дано? Потому что то, что мы слышим, видим, происходит, оно все не просто так. Это все как подсказки. Особенно вот в этот период до 31 декабря. Как будто это вам действительно по судьбе. Может быть, по судьбе уже что-то завершить, закрыть путь, а вот куда-то и отправиться, как новое направление. Ладно, давайте будем смотреть. Вот с вами могут не соглашаться. Нож– это ссора, увы. Но это ведь могла быть какая-то ситуация, которая была прежде, та, которая не нова.
Может быть, вы закрывать путь будете ссорам или каким-то персонажам, которые, ну, вас, знаете, вот нужно быть с теми, кто нас чем-то вдохновляет, или при виде кого мы, знаете, как сердце, душа радуется, и нам хочется улыбнуться, а не те, которые мы понимаем, ну вот, появился или появилась сейчас одни проблемы, или какой-то плач я буду слушать, или меня попытаются втянуть еще в какое-то непонятное либо дело, в организацию чего-нибудь, или, ну, придется мне чем-то невольно заниматься. Вот вы можете ставить просто буквально заслон всему тому, что не имеет для вас значения. У вас более какие-то ориентиры на именно те дела, которые могут пойти с прогрессом, мои дорогие. Почему-то говорю уверенно. Вот эти часы — это добрые перемены, мои дорогие. Вот сами по себе добрые перемены стремятся войти в вашу жизнь. Может быть, вам придется, я этого не исключаю, быть великим дипломатом и сглаживать какие-то острые углы, чтобы у кого-то не вызвать зависть, не вызвать лишний раз. Знаете, иногда бывает лучше перевести людей, которые непонятные, да, в такое вот нейтральное положение, но когда нам или мы сами себе создаем, ну, наверное, тот вариант взаимоотношений, когда наш человек, пусть он не стал другом, да, или наш знакомый какой-то, или человек, с которым нам приходится контактировать. Есть же те персоны, которых мы не можем отменить, коллеги, соседи, родственники. И мы понимаем, что вот нейтралитет лучше установить, дабы не было зависти той же самой, и вы будете какую-то новую политику взаимоотношений для себя по данному человеку разрабатывать. Или когда вы понимаете, что, ну, мне сейчас так сделать предпочтительно, или так более полезно. Может быть, даже обратиться к какому-то человеку придется, я этого не исключаю, и вы будете думать, тогда для кого-то может вот этот замок быть, что вам нужно с кем-то встретиться обязательно, к примеру. Неважно, какая сфера жизни, тема разговоров, переговоров. То есть вроде как мне с ним проконтактировать хочется или нужно, целесообразно. Ну вот так вот, холодным умом, холодной головой. А прежде была вот эта ссора или не было взаимопонимания. А тут вот знаете, как не обойдешь. Вот есть какая-то зацепка, какая-то заноза, острый угол. И вот его именно нужно сгладить. И вы знаете, у вас получится. Почему? Потому что когда мы сами в более таких, ну, лояльных энергиях, а знаете, это ведь очень просто. Если мы поставили перед собой цель, вот просто цель, мы не думаем, какими методами мы к этому придем, а именно ставим цель и себе говорим: вот мне сейчас важно не промахнуться, мне сейчас важно не обострить эту обстановку, мне сейчас вот добиться того, чего я поставил перед собой как задачу. Это значит, что мы более такими аккуратными шажками продвигаемся вперед. Мы учимся слышать буквально, как растет трава, как взаимодействие происходит с другими людьми. Мы чувствуем настроение собеседника, немаловажный пункт, потому что это нам позволяет правильно сказать фразу или правильно промолчать, и тогда в конечном итоге вы решаете какой-то вопрос. Более того, это будет к вашей радости и еще и получению какого-то документа. Конечно, радость может быть и с чем-то другим связана, потому что венок — это радость, а это, ну, буквально либо документ, может быть и важная встреча. Здесь нам пакет с сургучной печатью, поэтому я больше, что это какая-то бумага, да. Хотя в нашу цифровую эпоху это может быть и онлайн что-то, да, может быть это PDF-документ, почему нет? Ведь когда создавался этот пасьянс, он у меня почти 40 лет, без малого. Вот представьте, мне его когда-то мама подарила. Он у меня просто долго лежал, как память. Я не могла. Я тогда вообще ни о каких картах не думала. И моя профессия, она более чем реальная. Но интернета не было, да, а сейчас-то у нас другая с вами цифровая эпоха. Поэтому вот тут у каждого как-то по-своему. Но прогресс какой-то, понимаете, у вас намечается. Причем тот прогресс, которым руководят, я бы сказала, высшие силы, как по судьбе. Смотрю, что у вас еще совпало. Я должна сказать, что для кого-то из вас
Может быть такой судьбоносный вопрос, который касается личной жизни, хоть нам тут и не выпало четких таких совпадений, но, может быть, для кого-то вот эта дорога, которая, допустим, вам предстоит, или от которой нужно не отказаться. Может быть, это и короткий какой-то путь. Здесь может, я допускаю, состояться внезапное знакомство. Почему? Потому что у вас вот выпал крест, да, это как по судьбе. И когда крест совпадает с листвой, это одиночество. Так вот, когда, видите, листва не совпала, она в разных позициях, плоскостях, в принципе. И вот когда такое происходит, для кого-то действительно судьбоносная дорога, может быть, встреча какая-то, кстати. Поэтому не отказывайтесь. Вы мастера, повторюсь, по части альтернативных вариантов. Позвольте себе пройти дорогой судьбы. Не против течения, а по течению. И тогда и рифы, и острые углы, и занозы, и все остальное, да, то, что нам препятствует, вы сумеете обойти. Есть такая поговорка, может быть, не самым лучшим образом звучит, но почему-то она мне сейчас вспомнилась. Взбираясь по дереву жизни, обходи сук и не слушай дятлов. Ну вот, извиняюсь, конечно, но тем не менее, почему-то пришло в голову. Решила озвучить. Надеюсь, что большинство из вас, кто смотрит мои видео, понимают уже мой сленг. Итак, мы спросили, скоро и неожиданно. Вот давайте будем поконкретнее узнавать. Так что ж там скоро в ближайшие дни в жизни водолеев? Что там скоро случится, произойдет? С чем это связано? Слушайте, ну правда какая-то поездка, дорога, может быть, это отмена поездки? По этой карте мы как будто, посмотрите, сундучок с какими-то сокровищами, как будто уже наготове. Мы знаем, что мы взяли или возьмем с собой в будущее. И вот этот корабль, один из символов Меркурия, говорит о том, что перемены неизбежны. Это когда, знаете, мы понимаем, что наступает время идти вперед. И, может быть, есть что-то там еще нам дорого любимо в прошлом, но тогда карта все же говорит, что те, кто тебя любит, они будут тебя сопровождать. То, что принадлежит тебе, оно тебя как будто словно догоняет. Может быть, и есть некоторые вопросы, кстати, по вот этому значению, да, как закрытый путь. Может быть, даже если происходит заминка, мои дорогие, значит, вы должны какие-то вопросы завершить. Вот, кстати, мы можем так вот расценивать теперь карты пасьянса, и что скоро. Может быть, за какой-то короткий срок вам некоторые гештальты надо закрыть. Или закрыть какую-то тему по документам, что-то подписать, переоформить. И у нас в ретро-движении Уран, ваша планета-управитель, и в знаке Телец это все то, что касается материализма или каких-то важных бумаг, тоже материализм, правда? Это то, что присутствует в нашей жизни, отвечает за благополучие. Вот такой очень глобальный смысл. Вот не должно быть потом каких-то приветов из прошлого, и поэтому максимально, ну, нужно, может быть, для себя оформить в согласии с законом, может быть, какую-то бумагу подписать, вас тогда будет беречь эта бумага или беречь закон, вот что-то такое. Или когда меньше будет сюрпризов из прошлого, вам тут тоже что-то, какую-то конфигурацию нужно продумать. Вот скоро, как будто наступает время идти вперед, какая-то перезагрузка у вас, мои дорогие. Что еще скоро для водолеев? Вот не случайно жираф, да, говорят, жираф большой, как Высоцкий пел, ему видней. Ну вот, наверное, вот вы сейчас видите в каком-то, понимаете, как поднимаетесь над реальностью и можете видеть на дистанцию, что сейчас, чему следует уделить внимание, чему нет. И двойка огня, хоть мы иногда и говорим, словно мы, ну, больше предыдущий период, ходили словно от одного жезла до другого, ведь двойка огня– это два жезла. Но вот теперь наступает то время, очень символично первой карте, как нам нужно что-то переосмыслить, передумать, переиграть и при этом не отказаться от какой-то своей мечты, от важного, вашего важного намерения. Потому что эта карта, кстати, я говорила о дороге, да, вот то, что у вас выпадает. С одной стороны закрытый путь, а с другой стороны как будто другое направление или дорога в другом направлении. Ну пусть это будет даже какой-то символ или аллегория, то по двойке огня, буквально карта говорит, ты не откажись от какой-то дороги.
Пусть не в этой колоде, но тем не менее есть такое значение спонтанный маршрут, спонтанная поездка. Будь легок на подъем. Вот это скоро. Где-то будьте к этому готовы. Ведь, может быть, это и творческие планы на будущее, или какой-то план вашего роста. Знаете, тут как доверие к неизвестному, доверие к собственной судьбе, к мудрости вашей души. Потому что, ну, может быть, мы как верхом на этом жирафе, да, очень символично. То есть, если мечта, вот мы ее не получаем буквально завтра или сейчас, ну, значит, надо какие-то продумать шаги и ни в коем случае не отказаться вам от чего-то. Тут скорее действительно какая-то идет перезагрузка. И тогда вот эта ваша идея, мечта, она как волшебный фонарь, который будет освещать вам дорогу. Но все-таки это в позиции скоро, поэтому тут может быть, как и ваше скорое решение, так и обстоятельства. А ведь и правда, тайна какая-то может открыться, правда о конкретном человеке или о каком-то деле. Тут может открыться такая тайна или правда, или пусть это через известие, или пусть это через получение какого-то документа, но это тоже своего рода может быть как отправной какой-то триггер, да, или закрытый путь, когда мы понимаем, я либо сам не хочу, или сама не хочу куда-то идти, потому что обстоятельства открывают для вас то, что было прежде скрыто. И тут самое время себя сохранять, ведь верховная жрица – это та, которая все знает. Но это карта молчания и независимого человека. Когда мы никому ничего не доказываем, только лишь потому, хотя бы, чтобы сохранить самих себя. И, кстати, если мы говорим об идее, не все ваши идеи, не все люди, персоны, даже те, кто вас любит, могут разделять эти идеи. Вот вам нужно как-то продумать какую-то свою стезю, свое направление. Потому что, ну, мы все разные. И то, как видите вы, а вы мастера по части интеллекта и альтернативного знания. А другие это не видят, им вообще непонятно, это что это такое? А зачем это такое надо? Понимаете? Ну вот интересно. Хотя это может быть, как через какое-то известие тайна откроется. А с чем это связано? Любовь, карта любви. Я такое допускаю, что для кого-то из вас это как закрытый путь к прежним, может быть, даже отношениям или какое-то важное решение по части личной жизни. Тогда эта карта будет говорить, что тут и правда может, тут, как я говорила, может быть, в будущем какое-то состоится знакомство. И, может быть, это вы куда-то отправитесь. Вполне вероятно. Ведь мы ведь не знаем, как все эти символы проиграются, в каком сроке вот так вот, по большому счету. Может быть, вы приступаете к осуществлению какого-то проекта, а потом вот в этом направлении, когда вы что-то развиваете, вам на пути встречаются те люди, которые не просто, ну, как вас готовы сопровождать, которые разделяют ваши взгляды, но те, которые могут стать надежной дружбой или любовью. Но карта дипломатии вообще-то, и поэтому, какие бы ни были острые углы, мои дорогие водолеи, вам все по силам преодолеть. Так что ж там неожиданно? Терпение. Это аркан умеренности, который выглядит в этой колоде именно так. Очень красивая карта, и о чем она нам хочет сказать? Может быть, не все дела происходят очень быстро, не все мы можем сделать на скорости. Может быть, и действительно некоторые темы, вы понимаете, вам нужно время изучить. Вы предполагали, что какое-то дело вы решите за более короткий срок, но не отказывайтесь от чего-то, даже если вдруг вам неожиданно где-то тоже, да, приходится ну, вот так вот, словно топтаться какой-то период на месте. Тогда это вам не случайно, опять же, тоже по судьбе. Мы должны что-то додумать или увидеть какой-то новый ракурс. Может быть, с двойкой огня, если мы говорим верхом на жирафе. Все-таки вы как будто выше всех. Вот есть такой момент, понимаете? Что скоро и что неожиданно, да? Поэтому я немножко попытаюсь суммировать, в принципе, знаки или символы карт Таро. И у нас есть такая карта, колода, точнее, карт Таро иллюминатов. И там значение очень соответствует историческому факту, который произошел много веков тому назад.
Король франков, династия мировингов, Хлодвиг, воюет с готами. И погибель была бы неминуема, поскольку он вместе с войском был зажат между рекой Рейн и войском готов. Но, видимо, на то и был король протерпения, да, это где-то холодная голова, мои дорогие. Холодная голова в отношении того, что мы не можем как преодолеть какое-то препятствие или какое-то вот мы оказались в каких-то условиях. Вот представьте себе, вы как тот Хлодвиг прогуливаетесь по берегу, и с одной стороны Рейн, а с другой стороны готы. И вот это хладнокровие, оно нужно, или холодная голова, для того, чтобы подметить некоторые подсказки. И Хлодвиг обратил внимание на то, что желтые маленькие цветы, болотный ирис, растут вдоль берега и уходят вглубь реки. Хлодвиг знал, что эти цветы растут на мелководье, и у него закралась сумасшедшая идея, а не переправиться ли мне вместе с войском вброд. И кто-то бы сказал, дурная идея или сумасшедшая действительно, а он, тем не менее, так и сделал. Он спас себя, он спас свое войско. Этот исторический факт, он есть в истории как бы, да. И вот этот маленький цветок желтый, болотная лилия, мы сегодня знаем как флёр-де-лис, и входит во многие религии мира. Да, мы знаем как геральдическая лилия, вот этот знак. В очень многих религиях мира, в самых разных ответвлениях закреплен этот знак. Вот эта геральдическая лилия – это прообраз того, что насколько важна и холодная голова, и для чего нам дается этот период жизни или дается терпение. И этот факт, который предпринял, или исторический факт, или действие, которое предпринял Хлодвиг, это и может означать неожиданное решение или какая-то неожиданность, может быть, как ваш собственный инсайт. Будьте к себе внимательны. Что еще неожиданно? Так вот, это решение будет как раз и означать выход из какого-то тупика, из какой-то ситуации, когда у нас словно бесконечный дождь. Может быть, это для кого-то из вас, вот даже пусть это какая-то встреча, которая запланирована не на небесах по королю жезлов, это может быть как духовный лидер или какой-то важный человек. Может быть, это какая-то история даже. Тут ведь мы можем по-разному трактовать эту карту. Я же часто говорю, лидерство присутствует, но это те люди, которые нас могут только или способны вдохновить, разделить наши взгляды, но за нас это делать не будут. Нам могут обещать, но ничего не сделать, понимаете? Тут, может быть, вам самим нужно быть в этих энергиях, чтобы для себя определить что-то важное. И вот так вот, может быть, иррационально подойти к какому-то вопросу. А мне хочется спросить, это кто? Это вы в этих энергиях или это какой-то человек? Вот вы знаете, смотрите, две персональные карты. Королева Земли. С одной стороны, тоже как будто думает, да, и королева Земли – это та, которая из любого хаоса умеет построить порядок. Из бардака, будем говорить, она умеет создать благополучие или даже с нуля что-то, из щебня словно отстроить. И, может быть, в данном случае она сама отвечает за свои принятые решения. И она выстраивает это благополучие в одиночку своими руками. Пусть она не делает или не получается что-то сделать быстро, осуществить проект, но она не отказывается, она на новые формы это перекладывает. Но вот вполне вероятно, может быть, это вам какую-то идею нужно вот так рационально обдумать. С одной стороны, сохранить самих себя, сохранить, может быть, какие-то ваши в чем-то сильные позиции, переложить или сделать из этого основу на далекий период времени, мои дорогие. И вот это, знаете, как ваше солнце, вот этот нимб, который вокруг короля огня, да, вокруг его головы, это ваша собственная идея, от которой нельзя отказаться. Может быть, вас потом судьба сведет еще с теми людьми, которые эти идеи разделяют. Но нам говорят о том, что неожиданно может быть и два человека просто в вашей жизни, которые, с одной стороны, как королева Земли, это те, которые рождены под знаком зодиака стихии Земли, Телец, Дева, Козерог,
Очень символично, что у нас сейчас Уран, планета-управитель, как раз в Тельце находится. А может быть и есть и люди, которые вот рождены под знаком зодиака стихии огня, Овен, Лев, Стрелец, в вашей жизни. И вам тут какую-то конфигурацию придется продумывать в отношении этих двух персонажей. Давайте мы спросим, а к чему это все идет? Что это вообще такое? К переменам. Смотрите, еще одна карта, которая нам говорит о том, что вот на этой карте у нас был корабль, да? Один из символов Меркурия, перемен добрых и путешествий или каких-то важных дорог, поездок. Это карта заслуженного успеха. Когда мы принимаем сначала решение, потом решимость, да, она в нас присутствует, сделать первый шаг. И мы таки этот первый шаг делаем. Вот вам, вы как продумываете первый шаг или все то, что я говорила по аркану терпения. Может быть и есть взаимодействие, может быть и есть еще, я тоже говорила в картах пасьянса, когда вы, может быть, свое окружение переосмысляете. Кто со мной, ну, а кто, ну, просто, может быть, дан мне по судьбе на какой-то короткий период времени. Но вы как будто берете ракурс к новым вершинам, к новым возможностям, к новому успеху. Может быть, для вас, повторяюсь, будет нужна какая-то поездка. Или это какой-то далекий даже переезд. Может быть, вопрос для того, чтобы какую-то зависшую историю. Она быстро не решается, правда. Тут нужно, может быть, кстати, для кого-то карта будет говорить. Ведь иногда аркан повешенный означает, что мы находимся в каких-то рамках. Или мы находимся в двойственной ситуации. Мы находимся в зависимой ситуации от чьих-то идей, от чьих-то. Или мы попали, может быть, в зависимую финансовую ситуацию. Нам нужно сейчас вот именно какой-то Гордиев узел как будто развязать или принять это Соломоново решение, чтобы не было вот этого тупика. Потому что по повешенному это всегда тупик. И мы как будто дошли уже до определенного предела, и нам либо направо, либо налево. Мы в две стороны сразу не пойдем. Но если мы говорим, ведь аркан повешенный иногда проходит такое значение жертвенность. Вот мы не должны себя как приносить в жертву, может быть, чужим идеям, о которых я говорила, да, но которые останутся идеями. Часть из идей может быть переложена, как по королеве Земли, если мы архетип просто смотрим карты, которые действительно могут быть осуществлены лично вами. Но часть идей, мои дорогие водолеи, они останутся в каком-то пока, по крайней мере, на ближайшее время в сыром виде. Вот вам нужно какую-то квинтэссенцию выделить из всех ваших намерений. Куда же вы, на какой корабль, словно вы запрыгнете. И есть и те вопросы, когда вам нужно словно закрыть в прошлое дверь. Десятка воздуха. Давайте достанем карту совет. Нечего добавить, правда? Карта мага, великий практик. Наметить себе цель — это не просто так, знаете, как цель ради цели или идея ради идеи. А тут именно на практику. Вот почему вам выпадает Уран в Тельце, да, вот именно значение королевы Земли, которая рассчитывает сама на себя. И стало быть, есть и какие-то очень важные моменты, которые вам нужно определить, стоит ли это дело продолжать или все же нет. Я не могу сказать, что что-то вы тут можете оставить без внимания, мои дорогие. Видимо, наступает тот момент, когда вам нужно с чем-то определиться. Но быть магом и волшебником, буквально вот такой совет нам дает карта. И это всегда, я не случайно, наверное, вам описала вот об этом Хлодвиге. И для кого-то мы можем расценивать это как подсказка, потому что на кону ваш заслуженный успех. Но это словно совершенно, ну, может быть, другое либо направление или ощущение себя самого. Ведь любые чудеса возможны, когда мы находимся в согласии с нашей душой или с волей духа. Это у нас все получится намного лучше. Но если мы не будем как бы пытаться, может быть, насильственно идти против судьбы, да, а вот как тот Хлодвиг, если мы сейчас вот находимся в том месте, где мы находимся, и пусть даже сложно, как тому Хлодвигу,
но мы должны переправиться или найти какой-то альтернативный вариант, решить вопросы, закрыть гештальты. И по аркану мага он себе говорит: я хочу, я могу, у меня получится. Ну вот таким был непростым, мои дорогие, очень знаковый какой-то для вас расклад. И старшие арканы, и сочетания все нам говорят о том, что это что-то очень весомое, то, что будет иметь значение на последующий период в 2026 году. И я благодарю вас, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние душевные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. У меня есть последние статьи как кармический декабрь. И это некоторый урок кармы, который совсем не в отношении декабря, а больше как раз я собрала концепцию, которая будет важна на 2026 год. И также коридор возможностей в 2026 году формирует ту нашу будущую реальность, те события, которые с нами происходят сейчас. Одним словом, кому интересно, переходите в описание под видео и читайте мои публикации. Подписывайтесь на телеграм-канал. Я организовала, и я так думаю, что для кого-то из вас будет удобно видеть в целом контент, потому что я знаю, что многие не подписаны, но регулярно смотрят мои видео. И вот у меня 3 YouTube-канала, и я с 3 YouTube-каналов буду публиковать плейлисты. Вы будете выбирать уже, что стоит смотреть, ну а что и может и не нужно. И доступ к моему сайту, вы будете видеть мои публикации. Поэтому буду рада искренне. Подписывайтесь, переходите. А я вас люблю, мои дорогие водолеи. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.